Доллар, доллар, грязная зеленая бумажка, говорил один известный российский политик, возмущенный экспансией Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Несмотря на убедительную речь, распространение и усиление доллара ни на этой территории, ни где-либо еще остановить не удавалось. 21 век начинался с мирового господства американского доллара. Но вообще-то изначально доллар не зеленый и не бумажка, и даже не американский. История мировой торговли и борьбы за мировое господство начинается с эпохи великих географических открытий. Первой на сцену в этом новом мире вышла Испания. На обширных пространствах Южной и Центральной Америки конкистадоры обнаружили не только аборигенов, но и огромные залежи серебра, основного ценного металла того времени, который использовался для производства денег. Конкистадоры прибрали богатство к рукам, превратив местные рудники в монетные дворы, а местное население заставили на этих рудниках трудиться. Так на историческую сцену выходит первая мировая валюта – предок современного доллара США – испанский доллар, он же песо и пиастр. Само слово «доллар» – это искаженное немецкое «талер», а талером называлась популярная в Европе монета, которая получила свое название по чешскому руднику Йоахимсталь. Испанский доллар был совершенно не зеленой бумажкой, а полноценной серебряной монетой. Она весила 27,5 грамм. Для сравнения, 5-рублевая монета весит 6,5 грамм. Испанский доллар знали и ценили купцы всех наций. Он использовался в расчетах повсюду. В Испанию и дальше в Европу он попадал напрямую из колоний, а в Азию – через Филиппины, где у испанцев тоже были форпосты. Знаменитые испанские галеоны ходили через Тихий и Атлантические океаны с грузом серебра и товаров со всего света. Можно сказать, что это были зачатки глобализации. Однако удача и жадность в итоге сгубили испанцев. Огромный поток серебра, который оказывался в стране, в конечном итоге обесценивал сам себя. Испания не производила достаточно товаров, чтобы обеспечить столько денег. На добытое серебро просто нечего было купить. В итоге хлеб в Испанской империи подорожал в 4 раза, но больше-то его не стало. Страну наводнили дешевые товары из других стран, а богатство утекало противникам – Англии, Голландии и Франции. Вместе с ним утекала и надежда на мировое господство. Но главное уже случилось. Была изобретена концепция международной валюты, которой оказалось очень удобно платить. Фантастика. Хочу платить. Нельзя. Вы быстро оцените нашу человеческую поддержку и удобный интернет-банк, и вам захочется заплатить. Но я хочу. Терпи. 3 месяца обслуживания для новых клиентов бесплатно. Бизнесубыть.банк. Дальше вперед вырвалась Великобритания. К 1800 годам Лондон имел огромную глобальную империю и контролировал ключевые торговые пути того времени. Английские торговые и военные корабли обеспечивали столетия господства новой валюте – британскому фунту стерлингов. В отличие от испанского серебряного доллара, фунт стерлингов был золотым. В 1816 году британскую валюту законодательно привязали к золоту и подкрепили привязку чеканкой новой золотой монеты – саверена. Эта монета весом 8 грамм равнялась 1 фунту стерлингов и стала залогом его надежности и популярности. Британцы выбрали золото из-за его стабильности. Серебро регулярно дешевело из-за того, что обнаружили где-нибудь новое месторождение, а вот золото встречалось в природе реже. Это позволяло банкам выдавать долгосрочные кредиты, не опасаясь инфляции. К тому же золото дороже, то есть крупные суммы было удобнее хранить и перевозить, они занимали меньше места. Со временем к золотому стандарту присоединились почти все развитые страны мира, включая и Россию. Великобритания не повторяла ошибок испанцев. У себя дома англичане активно вкладывались в промышленность, а рынки сбыта для нее открывали и охраняли с помощью военной силы. Казалось, фунту и британской экономике ничего не угрожает. Но тут случилась Первая мировая война. 4 империи не пережили Первую мировую совсем. А Британия вроде бы победила, но оказалась значительно потрепана. От золотого стандарта пришлось отказаться. Большая часть золотого запаса ушла на покупку оружия, сырья и припасов. Государственная казна погрязла в долгах. В таком же положении были почти все страны-участники войны.
и победители, и проигравшие. Кто же оказался в плюсе? Тот, кто в бойне практически не участвовал – Соединенные Штаты Америки. Очевидно, что когда ты производишь и накапливаешь трудовые, финансовые и прочие ресурсы, а все твои основные соперники их активно тратят, да еще и занимают их у тебя под выгодный процент, то рано или поздно твоя экономика станет мощнее, а валюта – крепче. Именно это и случилось с Америкой в период Первой мировой войны. К концу конфликта Вашингтон накопил самый большой золотой запас в мире и стал крупнейшим кредитором европейских держав. Америка богатела, потому что могла себе это позволить. Она была надежно защищена от сильных соседей двумя океанами и не нуждалась в содержании гигантской армии для обороны. Стабильно растущее и относительно образованное население, плюс большая территория со множеством ресурсов, плюс умеренный климат – все это позволяло строить и развивать любые типы промышленности. Как и Испания когда-то, Америка оказалась в нужное время и в нужном месте и смогла воспользоваться своим положением на полную. Страна пережила грандиозный промышленный бум, оплаченный европейскими деньгами. Форд произвел и поставил армиям союзников сотни тысяч автомобилей. Заводы фирм Ремингтон и Винчестер выпустили миллионы винтовок. Начали массово производиться авиационные двигатели и военные корабли. Компания Дюпон увеличила выпуск пороха в 100 раз. Американцы в кратчайшие сроки освоили новые направления в химической и нефтедобывающей промышленности, в радиосвязи, медицине. Получили сотни европейских патентов, а также ценных интеллектуальных кадров. Инженеры и ученые бежали от войны именно в США. Все, что американцы производили и продавали, они продавали за свою валюту. Так американский доллар стал привычным средством для расчетов мировой экономики. Вот доллар. Символ глобальной экономики и валютной гегемонии 20 века. А вот юань. Когда-то второстепенная валюта, а сегодня один из главных игроков на мировой арене. Сейчас Китай – это не просто фабрика мира, это партнер, с которым все больше российских бизнесов хотят работать напрямую. Если вы ведете бизнес с Китаем или только собираетесь, послушайте, у банка «Точка» есть сервис, который сильно упрощает жизнь предпринимателям. Можно отправлять международные платежи в Китай, СНГ и Европу быстро, иногда за день. А если не хочется самому разбираться в специфике внешнеэкономической торговли, можно просто поручить все «Точке». «Точка» возьмет на себя поиск и проверку поставщика, договорится о закупке, выкупит товар от имени банка и доставит его прямо вам. По сути, это как внешнеэкономическая команда, только встроенная прямо в банк. Вы занимаетесь продуктом и развитием, а логистику, расчеты и риски оставляете тем, кто умеет это делать с закрытыми глазами. Вы занимаетесь бизнесом, а операционкой по закупке из Китая займется «Точка банк». Поначалу экспансия доллара затронула только ближайший регион – Латинскую Америку. Предприниматели янки еще в XIX веке основали здесь несколько крупных компаний и построили Панамский канал. Появление канала, кстати, привело к тому, что Панама начала использовать доллар США в качестве официальной валюты. Похожие процессы происходили и в соседних государствах. Эквадор, Куба, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Колумбия и Венесуэла тоже попали в зону влияния США. Выбора у них, по сути, не было. Только ориентироваться на богатый и развитый американский рынок и стать для него источником дешевого сырья и продовольственных товаров. Фактически эти страны стали замаскированными колониями Соединенных Штатов Америки. Так, доллар стал основной валютой западного полушария. Вскоре история повторилась, только теперь в мировых масштабах. По результатам Второй мировой войны господство доллара и американской экономики только усилилось. На этот раз Соединенные Штаты получили не 40, а 75% мировых золотых запасов. Тоже можно сказать и о распределении мировой промышленности. Европа лежала в руинах, а Америка с ее городами, заводами и плантациями осталась невредимой. Центры культуры, образования и инноваций – все это сместилось в США. Американцы, как нация, сказочно разбогатели. Именно тогда появился стереотипный образ благополучных американских 50-х с белыми домиками на зеленых лужайках, рядом с которыми припарковано по 2 новых машины на семью.
Но главное, Америка надежно привязала весь мир к своей валюте. Еще в 1944 году, во время войны, когда американцам никто просто не осмелился бы возражать, в штате Нью-Гэмпшир состоялась Бреттон-Вудская конференция ООН. В ней приняли участие делегаты из 44 стран антигитлеровской коалиции. Они постановили создать Международный валютный фонд и Всемирный банк. От золотого стандарта отказаться, вместо золота мировые валюты привязать к доллару. Авторитет доллара при этом держался не на ограниченном предложении, как это было с серебром или золотом, а на экономической мощи Соединенных Штатов, конечно же, подкрепленной авианосными группировками. Американские товары, американская культура и американские солдаты были повсюду и создавали у людей веру в исключительное могущество Америки. А ведь деньги – это в конечном счете и есть доверие. Доверие к силе США после Второй мировой войны было беспрецедентным. Поэтому даже в 60-е, когда Вашингтон увеличивал эмиссию доллара, решая собственные политические задачи, это не становилось экономической проблемой для самой Америки. Американская валюта моментально расходилась по всему миру, где уверенные в силе США, иностранные граждане и государства покупали ее как самую надежную. Избытки свободной денежной массы долларов уходили с рынка, а национальные валюты оставались востребованы мало и обесценивались. Происходил так называемый экспорт инфляции. Это было распределение не очень справедливое, но выгодное для большинства участников. Американцы щедро инвестировали доллары в своих союзников, меняя политическую лояльность на экономический рост. Именно таким образом удалось в рамках плана Маршалла восстановить европейскую промышленность. Похожим образом выросли знаменитые азиатские тигры, которые сумели удачно воспользоваться технологическим скачком и встроились в американские производственные цепочки. В 70-е Вашингтон еще сильнее укрепил положение своей валюты, заключив удачные сделки с монархиями Персидского залива. Арабы обязались продавать свою нефть только за американскую валюту, взамен получив гарантии безопасности. Это было сделано очень вовремя. Массовая автомобилизация, реактивная авиация, распространение пластика – все это повысило спрос на нефть в разы, а продажа нефти за доллары дополнительно укрепила доллар. Схема простая и гениальная. Чтобы развивать инфраструктуру и промышленность, вам нужна нефть. Чтобы купить нефть, вам нужны доллары. Доллары можно получить, торгуя с США и занимая у них деньги. Потраченные на нефть доллары оказываются в бюджете монархии Персидского залива, а те покупают на них ценные бумаги, технологии и товары США, возвращая доллары в американскую экономику. Доллар крутится, американцы богатеют. Оставалось только время от времени наглядно показывать, что бывает с теми, кого эта схема не устраивает. Так случилось с Саддамом Хусейном, который напал на одну из нефтяных монархий залива, на Кувейт. Но, как можно видеть на примере Испании и Англии, господство той или иной страны не устанавливается навечно. Большой кризис, неверная внутренняя или внешняя политика, изменения в культуре – тут, как говорится, одна ошибка, и ты ошибся. Забраться на вершину мирового господства тяжело, упасть с нее гораздо проще.